Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу провести для вас Open House в квартире, которую я продаю. Это будет такой своего рода виртуальный тур, но только не тот виртуальный тур, к которому вы привыкли, где вы видите там фотографии на экране, какие-то вращающиеся панорамы. В данном случае я хочу физически вас просто провести по квартире. Для начала небольшая предыстория этой квартиры. Несколько лет тому назад я же помогал эту квартиру для своего клиента покупать, поэтому, естественно, я знаю эту квартиру досконально. Получилось это следующим образом. То есть, когда строитель заканчивает продавать свои квартиры, и когда ему нет смысла уже держать свой персонал на сайте ради там 3, 4, 5 квартир, они обычно нанимают риэлтора, который занимается продажей. Это я был вот тот самый риэлтор, который продавал для строителей все квартиры, оставшиеся в этом здании. К чему я это все рассказываю? К тому, что когда я продавал все эти оставшиеся квартиры, я обошел их все, я посмотрел, и в моем представлении эта квартира одна из лучших во всем билдинге. По мере того, как я буду физически передвигаться по квартире, я буду показывать вам одну комнату за другой, и параллельно я буду вам рассказывать, почему в моем представлении это одна из лучших квартир во всем здании. Дальше по порядку. В любой сейчас современной квартире канадской, как вы, вероятно, знаете, является очень популярным open концепт на кухне. Open концепт, по-русски говоря, для людей, которые смотрят меня за границей, это открытое пространство. Если мы с вами говорим про кухню, то, как вы видите, в канадской квартире, в любой, обычно все appliances, как мы называем, бытовые приборы, они все включены. Я надеюсь, вы меня сейчас видите в камеру. Вот я открываю холодильники, все это в рабочем состоянии. И когда вы покупаете эту квартиру, все это будет, соответственно, включено в цену и уже включено в цену. То есть плита, соответственно, посудомоечная машина. Мы тем временем с вами двигаемся дальше. Как вы видите, я вам показал уже кухню. Да? Рядом здесь с кухней, если я открою вот эту дверь, то вы увидите не что иное, как туалет. Туалет и мойка. То есть, видите, я захожу сюда, вот, кладу свою брошюрку. Если я хочу вымыть, соответственно, вот здесь вот у меня все есть, и полотенчик, я могу тут все протереть. И здесь, соответственно, есть унитаз. Вот сейчас все дела переделал, так сказать. Все вам покажу, как что работает. Самый главный и важный для меня момент этой квартиры заключается в том, что эта квартира двухэтажная. Сейчас это становится довольно модным, и многим людям это нравится, и мне это нравится, потому что это, во-первых, смотрится очень красиво, архитектурно. Во-вторых, у вас есть ощущение, что вы как бы живете в доме, да, то есть вы заходите на первый этаж, у вас здесь кухня, у вас вот дальше гостиная, я вам сейчас покажу, а когда вы по лестнице поднимаетесь на второй этаж, у вас там, соответственно, 2 спальни, ванна и так далее. То есть есть полное ощущение того, что вы живете в своем собственном доме. Что дальше я буду сейчас вам рассказывать, и вы увидите это сами в окно. Квартира находится на 23 этаже. То есть я недавно покупал квартиру для одних клиентов, они считали, что это, в общем, немножко высоковато. То есть по нашим меркам обычно, по русским, это там 5-й, 7-й этаж, вот что-нибудь в этом духе, да? А в Канаде считается, чем выше вы поднимаетесь в этажах, тем лучше. Почему? Потому что, как правило, все здания, они находятся на перекрестках улиц, и, соответственно, вы будете слышать шум. То есть, понятно, да, чем выше вы поднимаетесь, тем меньше вы, соответственно, слышите шум с улицы. И второй момент важный, это то, что чем выше вы находитесь, тем лучше у вас картинка из окна. Понятно, да? То есть, если вы находитесь там на 5-м этаже, вы будете видеть перед собой какие-то другие сооружения, крышу каких-то соседних домов и так далее. Если вы находитесь здесь, как я сейчас вот стою в квартире, на 23-м этаже, то вы увидите, какая прекрасная панорама из этой квартиры. Я сейчас вам ее позже немножко покажу. Я уверен, что у вас уже созрели вопросы о параметрах и цене этой квартиры. Я вам сейчас все расскажу. Значит, площадь этой квартиры 1055 сквер-фит. То есть, если, грубо говоря, разделить на 10, то получается, в общем, по русским меркам это что-то порядка 100 метров, наверное, да, в общей сложности. У нее maintenance fee в месяц составляет, то есть оплата за коммунальные платежи и за содержание билдинга, $609. Property tax, то, что вы платите налог за недвижимость ежегодно, он разбивается у вас помесячно, это $2700 в год. То есть $2700 в год разделяется на 12 месяцев, и в результате вы получаете ежемесячный платеж. Я не зря стою возле этой мебели, потому что по согласованию с владельцем недвижимости, если вам нравится эта квартира, если вы захотите ее купить, да, я не назвал цену, цена ее $460 000.
Если ваше предложение покажется хозяину квартиры интересным, то поскольку он переезжает жить в другой город совсем, ему, наверное, может быть, не так интересно будет перевозить всю эту мебель. Если ваше предложение окажется достойным внимания для продавца, оно ему понравится, то все, что вы видите в квартиру, может быть включено в ее цену. То есть, грубо говоря, это особенно, мне кажется, неплохо для тех, кто только приехал в Канаду. Вам не надо бегать там по IKEA, что-то такое бегать, покупать, смотреть, выбирать. Вы буквально, покупая квартиру, получаете все, что здесь стоит. И все. Вы сейчас не можете это физически видеть, потому что камера, наверное, не передает этих всех оттенков. Но поверьте мне, это все практически абсолютно новое. Вот это все белые диваны, на них нет ни одного малейшего пятнышка. То есть я вам совершенно точно гарантирую, если вы придете в квартиру и захотите ее покупать, то вы увидите все это в идеальном состоянии, как будто это только что вчера куплено. Поскольку квартира двухэтажная, то идет колонна до второго этажа. Все остальное, вот это пространство, где я сейчас стою, оно открытое до потолка. Здесь вот чуть-чуть правее, сейчас я открою, вы, наверное, даже можете шум услышать. Я открываю, это балкон. Вот теперь вы, наверное, видите и можете слышать, что мы находимся аж на 23 этаже. Подо мной внизу находится хайвей, и вот сейчас вы, наверное, слышите шум, так сказать, двигающихся машин. На улице, кстати говоря, холодно, закрываю балкон. Теперь мы с вами перемещаемся на второй этаж. Как я и говорил, что современные канадские квартиры зачастую имеют два этажа. Это, на мой взгляд, очень интересная вещь. И, как я вначале говорил, это интересное состояние, когда ты живешь в билдинге, в многоэтажке, но при этом ты ощущаешь, как будто ты живешь в своем собственном доме. Да? То есть вот если я сейчас, видите, я встаю на лестницу, и мы потихонечку с вами идем на второй этаж. Все вот это пространство, я опять же потом вам покажу, оно полностью застеклено. Здесь сплошной свет. Что мне еще лично самому нравится в этой квартире, она угловая. Угловая квартира всегда очень хорошо освещена. Ну, понятно, да, то есть если у вас квартира где-то находится между двумя другими квартирами, то свет в нее поступает только с одной стороны, там, с передней или задней, там, условно говоря. Если вам повезло иметь две стороны. В угловой квартире всегда есть возможность получать, соответственно, больше света, естественно, да. Поэтому даже сейчас я вижу, это вот зимний пасмурный день, но при этом в квартире очень и очень светло. Представьте себе, что здесь делается, допустим, скажем, летом. Вот смотрите, значит, здесь, вот я нахожусь на втором этаже, это, фактически говоря, вторая спальня. Но поскольку современные квартиры как бы очень модно и очень популярно иметь вот тот самый open концепт, о котором я говорил на кухне, то зачастую эти перегородки просто не ставят. Потому что часть людей, вам как бы дается выбор, хотите ли вы это использовать в качестве, скажем, рабочего кабинета, или вы хотите использовать это в качестве спальни. Если вы хотите это использовать в качестве спальни, то никакой проблемы в этом нет. Здесь вот буквально ставится перегородка, потому что здесь вот, когда дальше я вам покажу, когда я поднимаюсь по лестнице, здесь вот идет такой маленький коридорчик, и вы можете поставить сюда запросто дверь. То есть, если вы отсюда берете и ставите перегородку вот до этого края, то это будет стоить... Я бы сказал, от 1000, может быть, до $1300 вам это обойдется. Это примерно, я бы сказал, на 2 дня работы, и у вас есть полная закрытая спальня. Как вы, вероятно, помните, в этой квартире 2 санузла. То есть первый санузел я вам показывал, там мойка для рук и унитаз. Здесь есть, поскольку, как мы говорим, это открытое пространство, но при этом можно использовать как спальню, здесь есть вход в ванную. Вот сюда вот. И поскольку вот сюда дальше правее идет вторая спальня, главная спальня, то из нее есть, соответственно, свой дополнительный вход в эту же ванну. То есть, если, вот смотрите, если я сейчас закрою эту дверь, вот я ее закрыл, эту дверь, теперь я захожу в master bedroom, в главную спальню, я вам сейчас ее тоже покажу. Но вот теперь смотрите, что происходит. Если я захожу в эту главную спальню, давайте я вам открою дверь, чтобы вы могли меня видеть. Вот, я ее открыл, чтобы вы могли видеть, как это происходит. Вот я нахожусь уже в master bedroom, то я отсюда открываю дверь, видите меня, и захожу, соответственно, в ванную комнату. Дальше здесь у меня душевая кабина, вот сейчас я закрою дверь эту. Здесь душевая кабина, современная, красивая, с водичкой, сейчас я вам открою. Вы убедитесь, что все это работает, все это льется. Чуть дальше, ниже здесь находится унитаз. Моечка, я думаю, что вы меня видите, да? Вот я открываю воду, если не видите, то услышите. И дальше здесь, соответственно, идет глубокая ванна. Кстати, довольно глубокая ванна. Теперь мы с вами находимся в master bedroom. Как я сказал, что вся мебель может быть включена. Я думаю, что вы меня сейчас, наверное, не видите, но сейчас я вот подойду ближе сюда. То есть, вплоть до того, что, как видите, кровать заправлена, и все подготовлено.
Здесь же окошко есть. В стоимость квартиры входит один паркинг, соответственно, для одной машины, и локер. Для тех, кто живет за пределами Канады, локер – это такое как бы место для хранения ваших вещей. Там, я не знаю, коньки, лыжи какой-то, там, может быть, велосипед, тем, что вы не пользуетесь, допустим, зимой или летом. Да? То есть это такое хранилище, где такая обычная металлическая клетка, она где-то примерно, там, грубо говоря, 1–1,5 метра шириной и 2 метра глубиной. Туда вы, соответственно, можете положить все свои вещи. Там вешайте замочек, и дальше вы, соответственно, этим пользуетесь. Если вам показалась эта квартира довольно интересной, то у нас есть для вас брошюра, в которой много есть полезной дополнительной информации. В частности, например, что имеется в этом здании, в самом билдинге. Есть джим, то есть место для занятий спортом, там всевозможные тренажерные залы. Есть 2 скваш кортс, это вот эти вот мячи, которые бьют там об стенку, он куда-то там отлетает. Я там детали, тонкости не знаю, я никогда в него не играл. Но что-то в этом духе, я думаю, что вы знаете, что это такое. Есть пул, есть, соответственно, бассейн с подогревом. Есть площадка, здесь по-моему, если не ошибаюсь, на 4-м этаже, она не на земле, на 4-м этаже, своего рода такая терраса зеленая. Там же есть всевозможные скамеечки, посидеть, пообщаться с друзьями и так далее. Здесь есть комната для бильярда, есть комната для проведения всевозможных мероприятий. Допустим, скажем, у вас день рождения, и вы решили пригласить, ну, допустим, там, я не знаю, 25-30 человек. Совершенно очевидно и понятно, что как бы вы ни старались своих гостей принять, в такой квартире, даже вот при того, что у нее достаточно приличная площадь, 1050 сквер-фит, но все равно это сделать невозможно. Поэтому существует специальное помещение внизу, вы платите, по-моему, что-то порядка от 70 до $100, в зависимости от каждого здания. И, соответственно, вы можете пригласить туда и 20, и 30, и 50, и, может быть, даже 100 человек, людей, которых вы там, соответственно, сможете отпраздновать ваши события. Здесь 5 минут до GO Train, то есть до, грубо говоря, по-русски говоря, электричек, на которые вы можете сесть и доехать до станции метро, предположим. Да? И примерно, если вы садитесь за руль и едете в сторону Торонто, это будет вот в ту сторону, на East, то это, соответственно, будет примерно 20 минут. Буквально, наверное, я бы сказал, 5 минут, 7 минут ходьбы, и вы оказываетесь непосредственно у озера Онтарио, где вы можете кататься на вот этих вот роликах, на велосипедах, просто гулять, прогуливаться и так далее. Там замечательная, кстати говоря, территория для того, чтобы провести время. Очень симпатично все это выглядит. Если говорить про аэропорт, то до аэропорта Пирсон, International аэропорт Пирсон, то есть наш международный аэропорт, в который вы прилетаете из России, то это на машине получается буквально 20 минут, наверное. Если вас интересует госпиталь, вам нужно попасть, там что-то вдруг, не дай бог, случилось, и вам нужно срочно попасть в больницу, то это примерно 10 минут на машине. То есть, как видите, здесь все очень-очень близко находится. Более того, если говорить о торговых центрах, то буквально отсюда недалеко находится довольно знаменитая плаза, которая называется Sherway Gardens. Это очень красивая такая современная плаза. Чуть более дешевая плаза находится Dixie Mall Outlet. И рядышком здесь находится LCBO, очень важный магазин. Если вы приезжаете в Канаду, это один из важнейших магазинов. То есть я шучу, конечно, это алкоголь. То есть он всегда должен быть рядом, то есть если у вас гости и так далее и тому подобное. Здесь же находятся такие магазины, как Costco, вы, наверное, знаете, да, если вы покупаете что-то около. Очень популярный во всем мире хорошо известный магазин IKEA, что там еще, Home Depot, это вот где вы покупаете там строительный материал, там замок, если вам нужно в дверь или еще что-то такое. Rona примерно то же самое, Best Buy, Future Shop, Winners, HomeSense, ну, то есть это целый перечень, разнообразия громадных магазинов, где вы покупаете все, что вам только понадобится для вашей жизни. Друзья мои, мне кажется, что я рассказал вам про эту квартиру, наверное, практически все, что я о ней знаю. Если у вас появились какие-то вопросы, позвоните мне. Если вы смотрите мое видео где-то за пределами Канады и хотите подписаться на мой канал, то вы можете совершенно запросто это сделать. Вы можете подписаться на мою страницу в Фейсбуке, в Google+, ВКонтакте, на YouTube. Я охотно принимаю всех друзей и рад, если вы сможете подписаться.
А те, кто из вас интересует эта квартира, вы можете позвонить мне по телефону 416-999-5777. Я повторю еще раз. 416-999-5777. Я охотно отвечу на все ваши вопросы. А если вы захотите прийти физически эту квартиру посмотреть, то я, естественно, рад буду вам показать. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Всего хорошего. До свидания. Пока.